Приветствую всех! В этом видео я хочу рассказать про свою новую магнитолу Pioneer MVH X380BT. Читатели моего борт-журнала на драйве знают, что раньше у меня был Pioneer 560, который мне пришлось поменять из-за косяков в дополнительных опциях. В этом видео я расскажу про достоинства и недостатки перехода на более дешевый магнитофон. Начнем с дизайна. Он более простой и строгий. С передней панели убрали дурацкие рога, а декоративную рамку заменили на матовую. Теперь она более устойчива к мелким царапинам, и на ней не так хорошо видна пыль. На передней панели только кнопки и колесо, которое стало крупнее и ниже. Ход кнопок стал больше, и нажимаются они очень мягко, без щелчков. Это, наверное, чтобы не разбудить пассажиров в дальней дороге. USB-порт и AUX на передней панели. Мне такое решение кажется менее удобным, потому что от USB у меня в бардачке работал Wi-Fi роутер, и нигде не было лишних проводов, а теперь вот придется что-то колхозить. USB дает ток в 1,5 ампера, значит ваш девайс будет заряжаться быстрее. Назначение кнопок осталось практически таким же, как и раньше, единственное, что режим Sound Retriever теперь включается через меню. Поскольку 380 модель считается бюджетной, то дисплей тут однострочный. Нельзя одновременно вводить название трека и часы, а это было очень удобно. По очереди можно вывести название трека, прошедшее время, время и тип звукового входа, спектр частот и название устройства, если подключено по Bluetooth. Подсветка магнитолы не меняется и имеет только два цвета, это белый дисплей и красные кнопки. Меню подсветки доработали, тут 10 градаций, изменяются очень заметно. Добавили пункт, который позволяет включать диммер автоматически по времени, то есть в 9:30 яркость приглушили, чтобы не слепило ночью, а в 6 утра яркость вернулась на максимум, чтобы вам дисплей было видно днем. Очень удобная штука. Маленький лайфхак для лучшей считываемости экрана – это матовая пленка. На самом деле стекло на передней панели очень сильно бликует, иногда так, что вообще ничего не видно. Поэтому хоть у 560 и лучший дисплей, но и там с пленкой экран видно было намного лучше. Большая доработка коснулась модуля Bluetooth, теперь он поддерживает одновременно два телефона. Переключаться между ними можно кнопкой с трубкой по очереди. Для каждого телефона можно настроить свои кнопки быстрого набора. Музыка может одновременно играть только с одного устройства и, конечно же, будет ставиться на паузу, если вам кто-то позвонит на любой из телефонов. Режим автоподнятия трубки общий на два телефона. Далее, собственно, сама громкая связь. Микрофон выглядит так же, как и у модели 560, но слышимость прекрасная, никакого эффекта из бочки, на связь больше никто не жалуется. Очень радует, что компания Pioneer исправили этот досадный недостаток. Также есть регулировка чувствительности микрофона, но по отзывам собеседников она ни на что не влияет. А вот теперь главный недостаток, из-за которого я и решил сменить магнитолу. Это проигрывание музыки по Bluetooth. В 560 модели компания Pioneer забила болт на поддержку и выпуск новых прошивок, поэтому, когда я слушал аудио со своего смартфона, а так обычно и было 95% времени за рулем, были периодически прерывания потока. Я перепробовал все официальные прошивки, даже другой смарт подключал, но паузы были, а это меня накаляло, поэтому я и сменил 560 модель. В 380 все работает прекрасно, паузы только при нажатии на кнопку или при звонке, поэтому я доволен. От себя рекомендую заранее изучать список поддерживаемых устройств на сайте производителя, и это касается не только Pioneer. Если есть возможность пойти в магазин и протестировать, как работает магнитола вместе с вашим устройством, обязательно сделайте так, чтобы потом не было никаких косяков, тормозов, пауз и прочего. Пару слов хочу сказать о комплекте. Хорошо поработав над дизайном, компания Pioneer понимала, что если кто-то и скроет вашу машину, то уж точно не ради магнитолы. Именно поэтому в комплекте вместо нормального пластикового бокса для морды плохонький тряпичный чехол. На этом все. Если у вас есть вопросы по магнитоле, задавайте их в комментариях, буду рад ответить. Также хочу сказать, что скоро на канале выйдет еще два ролика. Один по подключению магнитолы без дополнительного адаптера и без перерезания проводов, а второй по подключению подрулевого джойстика к этой магнитоле. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Спасибо, что смотрели. Всем удачи. Пока.